Сложные эмоции– это такие чувства, которые не укладываются в одну простую категорию, вроде радость или грусть. Они смешанные, многослойные, и в них могут одновременно жить противоположные оттенки. Сложные эмоции часто появляются в ситуациях, где нет однозначного ответа, правильного или неправильного чувства. Они как картина, написанная разными красками. В одном мазке может быть и тепло, и холод, и свет, и тень. Иногда такие эмоции трудно понять даже самому себе. Кажется, что сердце тянет в одну сторону, а разум в другую. И в этом есть особая человеческая глубина. Мы способны одновременно чувствовать радость и печаль, любовь и страх, гордость и стыд. По сути, сложные эмоции– это напоминание, что человек не машина с кнопкой «включить» или «выключить». Мы– целая вселенная переживаний, и каждая из них имеет свой оттенок, смысл и историю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы начинаем. Вемодолен– это редкое и красивое слово, которое описывает очень знакомое чувство. Представь, ты видишь невероятно красивый закат. Небо горит оттенками оранжевого, розового и золотого. Ты достаешь телефон, чтобы сфотографировать это чудо, и вдруг понимаешь, что таких снимков уже тысячи. Что бы ты ни сделал, твоя фотография не будет уникальной, ведь кто-то уже снял то же самое, а может быть даже лучше. Вот это тихое разочарование и называется Вемодолен. Это не грусть в чистом виде, а смесь красоты и бессилия. Мир полон удивительных моментов, но они уже были кем-то запечатлены, и ты не можешь сделать их своими в полной мере. Вемодолен про то, как мы одновременно поражаемся красоте мира и ощущаем, что она ускользает, растворяясь в бесконечном потоке чужих образов. Но может быть в этом и есть смысл не владеть моментом, а просто прожить его. Крисализм– это слово для очень знакомого чувства. Так называют то тепло, уютное состояние, когда ты находишься в помещении и слушаешь, как за окном идет дождь или бушует гроза. Это не просто про погоду. Крисализм про ощущение безопасности и умиротворения, когда снаружи шумит и свирепствует стихия, а ты в тепле в своем маленьком коконе, как гусеница в хризолите. Мир может быть холодным, мокрым и непредсказуемым, но у тебя есть пространство, где можно расслабиться и просто быть. Это чувство часто возвращает нас в детство, когда мы прятались под одеялом, пока дождь стучал по крыше, когда мама варила что-то теплое на кухне, а за окном хлестал ливень. Крисализм– это маленькая пауза в жизни, напоминание, что даже посреди бури можно найти свое тихое, теплое место. Кинопсия– это редкое слово, которым называют особое, немного странное чувство, когда вы находитесь в месте, которое обычно полно людей, жизни и шума, но сейчас оно пустое и тихое. Представьте школьный коридор в летние каникулы. Вы помните его шумным, с бегающими детьми и смехом, а теперь он тихий, пустой, даже эхо шагов кажется слишком громким. Или улица, которая всегда была оживленной, но вдруг опустела, как будто весь город исчез. Кинопсия– это не просто тишина, это тишина, в которой слышится отсутствие чего-то важного. Она вызывает странную смесь эмоций, немного грусти, немного тревогу и даже легкое чувство, что вы оказались в чужом сне. Иногда кинопсия бывает красивой, почти волшебной, как зимний парк на рассвете, где никого нет и все кажется замерзшим. А иногда она пугает, потому что слишком хорошо напоминает о том, как быстро все может измениться. Андронитис– это такое чувство, которое возникает при встрече с новым, но уже очень интересным человеком. Такое легкое разочарование от того, что времени мало и связь с ним может не завязаться. Что-то вроде желания поговорить по душам, пропустить рутину и перейти сразу к сути. Но, увы, времени на это слишком мало. Это состояние, когда человек кажется близким, но одновременно недосягаемым, и тебя тянет узнать его прямо сейчас, а не через месяцы.
Например, вы пересекаетесь в пути, и вот перед тобой кто-то, с кем хочется быть ближе, с кем хочется сразу переходить к глубоким темам. Но вы знаете, что растянется это на недели и месяцы, а времени всего пару часов. И это одновременно приятно и немного досадно. Вот это и называется андронитис. Ньюман– это сожаление о переживаниях в прошлом, которые привели в итоге к счастливому настоящему. Оно отзывается внутри, когда мы, глядя на свою жизнь, осознаем, как сильно переживали, и как эти волнения, страхи, нерешительность теперь кажутся ненужными или даже смешными. Как будто хочется вернуться и ободрить себя. Расслабься, все будет хорошо. Оно резонирует с опытом многих людей, переживших важные изменения. Экзамены, собеседования, новые шаги в жизни. И вдруг осознавших, что все оказалось не так страшно. Помогает, как будто поговорить с прошлым «я», мягко, не обвиняя, просто поддерживая. Превращает внутреннее сожаление в тепло и благодарность за путь, даже если он был нелегким. Ньюман– это легкая грусть и одновременно доброта к себе. Слово про понимание. Я пережил это, и это сделало меня тем, кто я сейчас. Спасибо за это, но, пожалуй, можно было не так нервничать. Жестко– это когда ты не можешь оставить в покое разговор, который уже завершился. В голове снова и снова проигрываются реплики, диалоги, и ты придумываешь идеальные ответы, которые, увы, не успел сказать вовремя. Это тревога и сожаление, смешанные с желанием победить. Ты возвращаешься к ситуации, когда, например, вас оскорбили или обидели, и ты потерял дар речи. Теперь вся твоя энергия уходит на то, чтобы мысленно победить, и это утомляет. Иногда жестко сопровождается чувством вины, сомнениями в собственной сообразительности или страхом показаться слабым. Жестко– это когда в голове катится стоп-кадр вашего разговора, а вы решаете, вот сейчас я ответил бы идеально, и он поплыл бы навсегда. Просто помните, вы уже живете дальше, а разговор в прошлом. Можно мягко отпустить его, дать себе право быть не идеальным и двигаться дальше. В японском языке есть особое слово, которое трудно перевести. Оно означает печаль и восхищение одновременно. Это чувство приходит в те моменты, когда ты осознаешь, красота вокруг мимолетна. Ты смотришь, как вишневые лепестки кружатся в воздухе, зная, что завтра их уже не будет. Слушая смех близкого человека, и вдруг ловишь себя на мысли, однажды этот момент останется только в памяти. Смотришь на лицо, которое любишь, и понимаешь, что оно и когда-то исчезнет из твоей жизни, даже если сейчас кажется вечным. Моно но аваре– это умение видеть хрупкость момента, это благодарность за то, что он есть, и тихая грусть от того, что он уходит. И именно эта скоротечность делает его бесценным. Лимеренс– это не просто влюбленность, это наваждение. Ты просыпаешься утром, и первая мысль о нем. Ты засыпаешь, и последняя мысль тоже о нем. Неважно, как сильно ты занят или устал, он прорастает в твоих мыслях, как сорняк, который невозможно вырвать. Каждое сообщение от него, как вспышка молнии внутри. Каждая пауза в переписке, как пустыня, в которой нечем дышать. Ты ловишь каждый взгляд, каждую мелочь в его словах, пытаясь найти там скрытый смысл. Лимеренс не спрашивает твоего разрешения, он ломает привычный ритм жизни и превращает тебя в заложника. Это состояние, когда ты живешь не с собой, а ожиданием ответа, встречи, знака. Самое страшное, ты понимаешь, что этот человек может даже не догадываться о том, что внутри тебя горит пожар. Но ты не можешь погасить его, ты и не хочешь. Энуи– это не та скука, когда нечего делать. Это скука, когда все уже сделано, но ничего не имеет смысла. Ты просыпаешься, пьешь утренний кофе, смотришь в окно, и все кажется серым, даже если за стеклом солнце.
Работа идет, разговоры происходят, встречи случаются, но все это как автоматические движения тела, лишенные души. Энуи приходит тихо, без истерик и слез. Он не кричит о себе, он просто медленно окрашивает все в блеклые тона. Даже радостные события становятся будто плоскими, без глубины. Это как сидеть в комнате, полной вещей, но чувствуешь, что там пусто. Как смотреть любимый фильм и вдруг понять, что он больше не вызывает ничего. Как улыбаться в ответ на шутку, но внутри быть неподвижным. Энуи – это усталость не от работы или людей, а от самой жизни. И самое коварное в нем то, что он может длиться неделями или годами, и никто, кроме тебя, не заметит, что ты давно живешь в тишине. Ты идешь по улице, думая о своих заботах. Люди проходят мимо, кто-то спешит, кто-то медленно идет, кто-то говорит по телефону, и вдруг тебя накрывает осознание. Каждый из них это целая история. У девушки с наушниками, возможно, только что умерла бабушка, и сейчас она идет, слушая любимую песню, чтобы не расплакаться. У мужчины в строгом костюме в телефоне фото новорожденного сына, и он спешит домой, чтобы успеть увидеть его перед сном. У мальчишки с рюкзаком внутри зажат страх возвращаться в дом, где родители снова будут кричать друг на друга. Сондер – это момент, когда ты понимаешь, ты не центр этого мира, а всего лишь эпизод в жизни тысячи других людей. И каждый из них живет так же сложно, так же глубоко, как и ты. Со своими радостями, утратами, воспоминаниями, мечтами, которых ты никогда не узнаешь. Это чувство одновременно и смиряет, и расширяет сознание. Ты видишь не просто толпу, ты видишь миллионы пересекающихся судеб, каждая из которых также важна для кого-то, как твоя жизнь для тебя. Все эти сложные эмоции – лишь разные грани одного и того же, человеческой способности глубоко чувствовать и осознавать свою жизнь. Они напоминают, что мы не просто реагируем на события, а проживаем их, накладывая на каждый момент свой личный опыт, воспоминания и мечты. Мы умеем одновременно радоваться, грустить, бояться и тянуться вперед, сожалеть и быть благодарными. Сложные эмоции – это как нити, из которых ткется ткань нашей внутренней реальности. Без них жизнь была бы плоской, а мы менее живыми. Ведь именно в этих противоречиях, в этой смеси света и тени и рождается наша человечность.